Друзья мои, рад вас приветствовать. Это 15-й, предпоследний выпуск рубрики Bar Skills в рамках Bartender School by Bacardi Martini. Сегодня мы с вами в одном из первых коктейльных баров Петербурга, Big Liver Place. С вами Виталий Колпин, и давайте приступим. В предыдущих выпусках мы с вами много рассмотрели движений и с джиггерами различные, и упражнения и движения с ложками, которые можно выполнять в баре. Да? Дальше работали с шейкером, работали с мадлером, с трубочками. Сегодня я бы хотел взять еще один предмет под названием стрейнер и сделать пару движений с ним. Для начала мы с вами будем пользоваться таким погруженным халф-транстрейнером. И первое движение, которое я хотел бы сегодня разобрать, это такое вращение стрейнера на ладони. Давайте подробно разбираться, что здесь происходит. Первое, как всегда, это исходная позиция. Здесь у нас тренер упирается ручкой в ладонь. Дальше пальцами фиксируется снизу и большим пальцем сверху. В общем-то и в целом мы можем его держать так, чтобы большой палец мы даже отпускаем, и тренер все равно держится. Дальше. Когда начинаем движение, здесь мы закручиваем стрейнер вокруг своей оси относительно ручки. Да, закручиваем стрейнер, вращаем и отпускаем. Отпускаем. Здесь, что здесь работает? Во-первых, даем такой небольшой толчок кистью и помогаем пальцами, указательным пальцем, указательным в большей степени пальцем, раскрутить стрейнер так, чтобы он у нас мог вращаться в ладони. Ладонь открываем, вращается стрейнер на ручке и дальше, соответственно, фиксируем. Еще раз покажу. Еще один маленький момент. Когда только начинаем вращение, пытайтесь помочь указательным пальцем закрутить стрейнер вокруг своей оси. Если у нас ручка такой округлой формы, то здесь будет еще проще закручивать. Здесь мы таким вращательным движением закручиваем стрейнер вокруг своей оси и отпускаем. Здесь еще проще работать с такой ручкой. Итак, сначала взяли стрейнер, сразу берем его в такое положение, чтобы он у нас свободно мог здесь провращаться. Дальше закрутили, отпустили и поймали. Сначала можно попробовать на один оборотик поделать, дальше на 2 оборота поделать, дальше там делайте уже насколько хотите, можно закручивать сильнее и сильнее. Будет вращаться сколько угодно, как вам самим будет удобно. Что касается самих стрейнеров, здесь есть несколько моментов, которые лучше учесть перед тем, как делать это движение. Во-первых, это форма ручки. Здесь закругленная форма ручки, что, в общем-то, помогает нам проще делать это движение, и стрейнер достаточно легко вращается. Дальше, если у нас форма такая квадратная, в принципе, делать все то же самое можно, но руку не забывайте открывать хорошенько, тогда она будет легко вращаться также. То есть хорошо раскрывать ладонь, чтобы у нас углами не цеплялась за кожу. В принципе, с тренером любой формы и любой закругленности можно делать, просто попробуйте поэкспериментировать, где-то будет делать проще, где-то нужно будет прилагать больше усилий, но в целом любой стрейнер можно использовать для этого движения. Очень просто делать это движение со стрейнером, у которого круглая ручка. Да? Есть еще один нюанс, который нужно учитывать. Это вес самого стрейнера. Чем тяжелее у нас верхняя часть, тем легче будет делать это движение. И чем уже и легче ручка, тем, опять же, еще легче будет делать это движение. Поэтому, чем у нас тоньше ручка, чем тяжелее верх стрейнера, тем легче будет делать это движение, тем проще оно будет крутиться на ладони. Если вы хотите, чтобы стрейнер дольше вращался, старайтесь тогда руку выпрямлять практически, так, чтобы стрейнер стоял вертикально, а рука горизонтально. Дальше, когда мы начинаем делать движение, получается, мы выпрямляем ладонь и даем ему спокойно провращаться на открытой ладони. Так, посмотрим на практике, как это можно делать. Засыпали лед, взяли стрейнер. Или берем погружной стрейнер, взяли его с того места, где он у вас лежит, положили и сливаем. Думаю, что с этим движением мы разобрались. Используя тот же самый вращательный принцип, можно соединить это движение с броском, например, из-за спины и накидывать на шейкер сразу. И уже использовать в работе. Если у нас, например, падает
и сразу ложится сверху на шейкер, хорошо, мы можем сразу продолжить движение. Если у нас приходит на шейкер так, что одно ушко погружается, ничего в этом страшного нету, достали спокойно и дальше опять работаем. Дальше, используя принцип такого вращения, можно также выкинуть его из-за спины и накинуть себе на шейкер, как делает легендарный Томми Ди. Кроме того, мы с вами также можем использовать движение в пальцах, чтобы закидывать стрейнер в шейкер, либо закидывать его отсюда и дальше выливать. Пробовать различные варианты, можно поиграть, поработать с шейкером, одновременные движения разного варианта. В общем, пробуйте, экспериментируйте, принцип, я думаю, что понятен. Да, ребята, я, конечно, понимаю, что смотрится это все легко и просто, делать такие выбросы. Отдельно потренируйтесь делать раз выброс, отдельно потренируйтесь, просто выкидывайте за спины. Если этих бросков нет, то, конечно, сначала разбиваем по частям. Если есть бросок, например, из-за спины уже, если есть спокойное вращение здесь перед собой, то можно их соединять в едино. И получится вот это движение, которое только что я вам демонстрировал. Еще пару нюансов. Перед тем, как начать тренировать эти движения, убедитесь, во-первых, что тренер у вас хорошо вращается в пальцах, это раз. Второй момент, что он легко погружается в шейкер. Когда принимаете тренер в шейкер, можно немного наклонять шейкер, чтобы легче попадало. Вот. А так дальше это все дело тренировок. Да, ребят, еще, если вы собираетесь использовать все-таки какие-то такие движения, долго пользоваться своим тренером, то я вам советую выбирать нормальное, качественное оборудование. Обращайте внимание на пружину, чтобы она была достаточно жесткой. Да? Пружина была жесткой. Также на металл, насколько он гнется, не гнется. Если легко гнется, значит металл мягкий и быстро придет в негодность. Если достаточно жесткий, то вполне себе хороший стрейнер. Дальше, если у вас стрейнер покрыт какой-то краской или каким-то материалом, имейте в виду, что чем больше будем пользоваться или делать какие-то движения, тем быстрее будет отлетать эта краска. Поэтому пользуйтесь этим аккуратно. Итак, я надеюсь, что мы достаточно подробно разобрали, как делать движение со стрейнером, как можно его применять с разными стрейнерами, можно его дальше адаптировать под другие движения. Я думаю, что здесь пофантазируете, найдете что-то еще для себя новое. Ребята, вам, как всегда, прекрасного настроения, хороших, продуктивных тренировок. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания, пишите, я с удовольствием отвечу. И увидимся с вами в следующем завершающем выпуске.